Вы посмотрите на это. Вот это вид, ради которого стоит вообще идти по дождю, по холоду, по всему просто. Такая расщелина, по ней вот по таким тросам поднимается или спускается на тот пляж. На вот этом камне сидят нерпы. Вот так вот идешь себе по этой дороге через этот лес, похожий на джунгли. Старинный какой-то военный бункер. Их много здесь на этом острове отмечено. Владивосток. Многие жители России знают об этом городе только то, что этот город расположен на восточном краю России. Где-то здесь. Возможно, еще знают, что его берега омываются Японским морем. А еще для многих Владивосток ассоциируется с автомобилями, особенно японскими. И многие жители нашей страны пригоняют автомобили именно отсюда. Так поступили и мы. Об этом было прошлое видео на моем канале. Но в этом видео мы погрузимся в мою любимую атмосферу. Атмосферу путешествий и приключений. И познакомимся с одним из самых необычных городов России – Владивостоком. С его колоссальными мостами, маяками и красивейшими островами. А тех, кто досмотрит это видео до конца, ждет маленький бонус. Начали мы наше путешествие с Красноярского аэропорта. И здесь меня впечатлила вот эта выставка картин Василия Сурикова, известного художника, который как раз родился в Красноярске. Рассматривая эти картины, удивляешься, какая детализированная, колоссальная работа была проведена и сколько в это было вложено сил. После пестрых, сверкающих рекламных баннеров приятно посмотреть на настоящие произведения искусства, тем более в таком неожиданном месте. Поэтому организаторам этой мини-выставки большая благодарность. Но мы садимся в самолет и отправляемся во Владивосток. Ну вот, ребята, мы во Владивостоке. Сейчас я вам расскажу просто вообще историю на миллион. Вчера наш самолет прилетел ночью, в 3 часа ночи. И хозяйка этой квартиры, которую мы решили снять, предложила забрать сама нас из аэропорта ночью. И, в общем, забрала нас, довезла до сюда. Хотя с аэропорта до Владивостока где-то около часа ехать нужно. Вот именно благодаря таким встречам интересным, благодаря таким людям путешествия становятся более интересными, более приятными. И уже вот складывается хорошее впечатление о городе. И даже хочется больше путешествовать, больше что-то посмотреть. Что по ценам во Владивостоке насчет жилья? Нужно смотреть на разных сайтах, но вот мы то, что смотрели, проверяли, различные гостиницы там от 3000 за сутки примерно, наверное, стоят и выше. Но на Авито мы нашли вот эту квартиру, и по стоимости также где-то 3000 за сутки. Но сейчас я вам покажу, на что можно рассчитывать, когда едете во Владивосток, чтобы уже примерно представляли. Вот такой у нас диванчик, телевизор. Здесь выход на балкон с неплохим видом. Здесь шкаф достаточно вместительный. Здесь ванная комната, трон, умывальник и ванная. И здесь у нас холодильник, микроволновка, чайник, плитка и машинка. В общем, есть все необходимое, но ничего лишнего. В принципе, что еще нужно? На Авито можно найти жилье по всей России. Это очень удобно, и мы всегда этим пользуемся, когда отправляемся в путешествие, так как это выгодно, безопасно, а также все делается онлайн. Ссылочку на этот сервис я оставлю под этим видео, и бронируя жилье по ней, вы можете воспользоваться всеми этими преимуществами, а также поддержать мой канал. Первым делом мы забрали свою машинку. И так как шел дождь, начать свое знакомство с туристическими местами Владивостока мы смогли только на следующий день.
Ну вот, ребят, наконец-то мы разобрались со всеми автомобильными делами, и сейчас уже начнем конкретно путешествовать по Владивостоку, по Приморскому краю. Посмотрим, что здесь есть интересного, красивого. Вот, но уже мы приехали на, наверное, очень популярную локацию, и здесь открывается вид на Русский мост. По нему можно попасть на остров с таким же названием. Он считается самым большим вантовым мостом в мире. И обратите внимание, именно вантовый, не висячий. Для примера, вот как они отличаются. То есть знаменитый мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско больше, но это висячий мост, а русский – вантовый. А вот его размеры. Общая длина 3100 метров, основной пролет 1104 метра, высота 324 метра и подмостный габарит 70 метров. А еще этот мост изображен на 2000-й купюре. И во Владивостоке есть второй мост, называется он «Золотой». Хотя он и меньше, но все же входит в пятерку крупнейших вантовых мостов в мире. Общая его длина составляет 2100 метров, основной пролет 737 метров, высота 225 метров, а подмостный габарит 60 метров. И проходит он через бухту Золотой Рог. Если честно, одни только мосты Владивостока – это просто взрыв мозга. А здесь вот мы вышли на такую небольшую смотровую площадку, просто кто-то вытоптал. И здесь мы видим маяк Токаревского, и там просто толпа народа, мы сейчас тоже туда, наверное, пойдем. Здесь по песчаной косе можно добраться до него, и там все фотографируются. Да, и посмотрите, сколько людей в очереди к маяку на этой косе. Очередь очередью, а красивые фоточки сами себя не сделают. Маяк, конечно, классный, дальше мы до него доберемся. Но меня больше впечатлила вот эта громадная высоковольтная опора. Просто сравните. Вот высота маяка, а вот опоры. Таких столбов я еще в жизни не видал. Просто он куда-то в небо уходит. Но хватит восхищаться столбами, мы же все-таки идем на маяк. Что для местных жителей или для тех, кто часто бывает на море, многие вещи могут казаться банальными, но для нас, людей, которые видят море примерно никогда, вызывает восхищение выброшенные на берег скорлупки мидий, раковинки и уже давно неживой маленький краб. Поэтому можно задуматься, как часто мы не замечаем того красивого, что окружает нас каждый день и что стало обыденностью. На маяк Токаревского. Тут народу. И мы не рассчитали, надо было одевать шорты, оказывается, здесь вода достаточно высокая. Поэтому просто намочим все. Идем по песчаной косе к маяку. Просто вода. Вода просто леденючая. Ну не то чтобы леденючая, но холодная. Как тебе, жена? Да, в принципе, нормально. Не сказать, что прям холодно. Но что по колено, пока что только по колено. Уже и выше. Я уже намочил штанишки. Я уже тоже. Как же свежо. А там просто посмотрите, какой идет огромный корабль. Как красиво. Вообще. Сколько народу-то на нем.
вы уже заметили, маяк Токаревского – это важная туристическая достопримечательность Владивостока. А назван он был в честь близкого друга Василия Бабкина, Токаревского Михаила Яковлевича, военного моряка. Вообще-то изначально так был назван мыс, а уже позднее и маяк. А вот сам Василий Матвеевич Бабкин был руководителем экспедиции в 1862 году, благодаря которой и были описаны и картографированы земли Восточного океана. Вообще в самом Владивостоке еще очень много интересных мест, которые хотелось бы посетить. Но так как мы всегда хотим быть ближе к природе, то садимся в машину и отправляемся на остров Русский. Остров Русский – это крупнейший остров из архипелага императрицы Евгении, который включает в себя 5 крупных островов и пару десятков мелких. Его площадь составляет почти 100 квадратных километров. То есть размер этого острова сопоставим с такими небольшими городами, как Йошкар-Ола и Железногорск. А проживает здесь около 10 тысяч человек. На острове находится Дальневосточный федеральный университет с гостиничными комплексами, общежитиями для студентов, стадионом и учебной инфраструктурой. Также на острове находится океанариум, в котором мы, конечно же, тоже побываем. Пошли ловить гребешков и есть. Кто дома охотник? Добытчик. Добытчик. Кто добытчик в доме? И забываем там. Как водичка? Теплее, чем там было? Да? Надо доставать. Надо охотиться, да? Конечно. Вот, ребят, мы приехали на остров Русский, и здесь вот нашли такой бережок. А здесь совсем рядом маленький какой-то населенный пункт. И вот здесь вот такие вот пляжи небольшие. И жена пошла ловить гребешков уже. Устроила охоту на гребешков. Вообще идеальное просто место. Если там вот мы на маяк когда ходили, там просто столько народу было, то здесь вообще тихо, спокойно, людей нет. Вот там только еще одна машина стоит, и все. Какая красота! Просто посмотрите. Там дурачок. Ну-ка давай, хватай. Я умру. Давай, охоться уже. Ты его сам иди посмотри. Да нет, ты принеси уже давай. Я боюсь. Ты чё, нам надо что-то есть, жена. Тут все дорого. Да не, я его трогать не буду. Ты его Так сам иди трогай. Да, зачем его трогать? Его надо есть. А что я должна схватить его и съесть? Вместе с ракой. Ты меня Вообще просто. Такие вот раковинки. Их прям много. Всякие разные. Тут, наверное, все местные жители охотятся на этих гребешков. еще рачок. Они прям в этих прячутся, что ли? Они маленькие. А вот этот вообще маленький. Смотри какой. Если выпал, сделаем. Он похож на какого-то
напугался маленький. Ну, такая она. Ну да. Ашкара, правда, какая-то. Кого ты там нашла? Всего. Что это? Это раковина закрытая. Кстати, хотя, может быть, это кто? Это гребешок или кто это? Я не знаю, кто это. А вдруг там жемчужина внутри? Открывайся. Тук-тук. Надо его чем-то открыть. Смотри-ка, он закрывается, что ли? Какая-нибудь духосня вылезет. Да никто там не вылезет. Там просто кусок мяса между этих раковин. Там кусок грязи между раковинами. Кусок грязи между раковин. Наверное, никого нет там. В общем, несмотря на то, что наш обед сорвался, мы продолжили наш путь. Ну вот, ребят, уже времени 21:10. А мы идем на остров Шкота. Как видите, уже темнеет. Мы такие отбитые люди, не видавшие моря и островов. Мы готовы даже ночью идти, чтобы посмотреть на всю эту красоту. Здесь дорога есть, но я как-то пожалел свою машину, чтобы ехать по вот таким вот камням. Хотя кто-то проезжал даже на такой же точности машине, как и у меня, по этой дороге. Вот. Но мы решили отправиться пешком. Взяли с собой все необходимое для ночевки. И идем. Друзья, все видео на моем канале я монтирую самостоятельно. Если вы заметили, я делаю не просто сам монтаж, а также добавляю различную motion графику и делаю саунд дизайн. Для того, чтобы видео смотрелись более привлекательно и были более информативными. И такой видеомонтаж я делаю не только для своего канала, но также и для других. Например, вот недавно делал такой рекламный ролик для коттеджного поселка в Красноярске. Поэтому, если вам тоже нужен классный видеомонтаж или вас интересует сотрудничество, пишите мне в Telegram, переходите по QR-коду или по ссылке под этим видео. И мы с Ильей питаемся просто печенюшками, которые мы купили совершенно случайно. И яблочко. Все почему? Потому что у нас нет еды. Илья расстроен как никто. У нас нет газа, ни спичек, и зажигалка сдохла. Мы расстроены. Но у нас есть паштет и хлебцы, и печенюшки, Я просто рассчитывал, что и завтра вода. весь день будем ходить по острову. А получается, что будем погибать. На острове. Можно снимать фильм «Выжившие на острове». Ну что, вчера мы так и не дошли до острова Шкота. Остановились на берегу моря, поставили палаточку. И вот сегодня просыпаемся. Хотели сегодня идти на остров Шкота, но думаю, еще мы дойдем. Вот. И пока что на улице идет дождь. Сидим, ждем. Вот. Кто-то, посмотрели уже, кто-то идет с зонтиками просто. Но мы как-то не хотим мокнуть, тем более, что с камерой ее можно мочить. Поэтому ждем более сухой погоды. Но вид здесь, конечно, вообще космический. Однако мы все же не дождались улучшения погоды, но желание увидеть красоту моря и острова взяло верх. Поэтому мы одели дождевики и отправились в путь. И хотя из-за дождя видео пришлось снимать на телефон, от этого кадры не стали менее эпичными. Вот, ребята, это остров Шкота. Сейчас мы идем на него.
Вот по этой косе нужно будет пройти. Мы не знаем, какая здесь будет глубина. Вот там есть еще один маяк, но до него мы не пойдем. Пойдем где-то там вроде бы есть другой. Красота, конечно, вообще неописуемая. Вот в таком прикиде идем. Вот, ребят, смотрите. Здесь интересное место. Здесь спокойное море. Вообще волн практически нет. А здесь волны. Но за счет того, что отсюда идет течение туда, оно сбивает эти волны, и они до нас не доходят. Вообще удивительно. Воды, кстати, почти по пояс было. Сейчас нормально уже. Так выглядит голод. Нету. Что? Как так нету, Жонка? Надо уже найти. Все гребешки съели. Вот, ребят, мы просто через джунгли, через какие-то пробиваемся. Идем к маяку. Вообще интересно, как отличается растительность здесь от того, к чему мы привыкли. Здесь нету берез, а есть какие-то другие деревья. Я даже не знаю, что это. Может, кто знает, пишите в комментариях. Но вообще это просто как будто бы в какой-то другой стране находишься. Вот так поднимаемся по вот такой грязной дорожке. Вот, ребят, кто задается вопросом, в какой обуви ходить, дорогую трекинговую или что-то подешевле, вот самый топовый вариант. В тапочках за 150 рублей. Не страшно, ни грязь, ни море, ничего. Вот, здесь немножко туман у нас уже появляется. Просто дорога идет через какие-то джунгли. Вообще такая красота, туман, этот бесконечный дождь. Просто как будто бы в тропиках в каких-то. Красиво и очень интересно. Вот мы вышли из джунглей, а здесь вот такая вот картина открывается. Где маяк, мы не знаем. Идем вообще наугад. Совершенно. Почему-то Maps.me маяк не отмечен. Пойдем сейчас дальше на маяк. Дорога, конечно, очень скользкая. Вообще хорошо, что взяли с собой трекинговые палки, потому что без них вообще бы мы бы застряли где-нибудь. Вот. Но, тем не менее, вот хотя плохая погода, мы боялись идти, но не пожалели. Дождик, конечно, такой не крупный, мелкая такая пыль водяная, но как бы он все равно мешает. Но не нужно бояться даже в плохую погоду вот так вот идти. Ребят, мы сейчас идем просто вот по этой дорожке. Там мы увидели уже маяк. Маньяк. Всегда хочется сказать маньяк. Сюда я увидел, что подходит тропинка. Увидел скалу. Думаю, надо подойти посмотреть. И просто посмотрите, какой здесь вид. Жалко, я не могу достать камеру, заснять это все вот на камеру, чтобы было более красиво, лучше было видно. Но это просто космос. Это просто космос. Представляете, какая высота здесь скалы?
Ага. Ну, может быть, еще один остров. Да, кажется, да. Вообще. Представь. Может, и плывет кто-то. Представь, как на каяке круто плыть. Просто приплываешь вот в такую бухту, вон туда останавливаешься, там кушаешь. Здесь буквально проходишь 100 метров и просто каждый раз открываешь для себя какой-то новый вид. Это просто что? Вы посмотрите на это. Что-то невероятное. Все равно можно увидеть красивые виды. Конечно, если было солнечно, вот это вот все выглядело бы еще круче, я уверен. Потому что видно, что вода такая прозрачная, чистая. И открывались бы виды просто на Японское море. Вот это вид, ради которого стоит вообще идти по дождю, по холоду, по всему просто. Вы посмотрите. Просто там скалы уходят куда-то вдаль, в тумане теряются. Птички какие-то летают, поют. Видимо, гнезда здесь у них. Вот мы добрались до маяка. Маяк уже, конечно, очень старенький. Прям разваливается. Уже даже такая трещина большая. Тропиночка, конечно, очень скользкая. А с этой стороны обрыв. Не хотелось бы туда упасть. Вот. Но вообще, конечно, этот остров, он тоже не маленький. Это вот мы с одного конца на другой перешли. И это где-то у нас, наверное, около часа заняло, да? Вот. А вообще вокруг него можно на каяке проплыть. Здесь сдают в аренду каяки, можно плыть, но это занимает где-то в районе 3 часов, если достаточно спортивный человек. А если нет, то, наверное, побольше времени займет. Вот, ну, я не знаю. Я бы очень хотел просто отправиться на каяке. Может быть, когда-нибудь моя мечта сбудется. Да, Жан? Поплывем на каяке? Не знаю. Здесь просто, вы посмотрите. Бесконечное это море, Японское море, просто. И вот там все, острова, я даже не знаю, что это за острова. Идем сейчас вдоль берега и нашли здесь вот такое вот интересное место. Такая расщелина. Здесь по ней, вот по таким тросам поднимаются или спускаются на тот пляж. Жена, ну что, мы спускаемся на пляж? Нет, Ну как нет? Все, давай пойдем. нет, мы туда Я не пошел. пойдем. Мы туда не пойдем. Точно? А что так? Там же классно, красиво, интересно, захватывающе. Новые впечатления, да. Да. А еще, ребят, здесь вот так вот идешь себе по этой дороге через этот лес, похожий на джунгли. И здесь вот такие вот есть места. Это старинный какой-то военный бункер. Их много здесь на этом острове отмечено. И в принципе везде, наверное, во Владивостоке, везде в Приморском крае, наверное, здесь много их. Вот, ребята, решили зайти внутрь.
посмотреть. Просто посмотрите, какие здесь мощные петли. Здесь просто мощняцкая железная дверь была. Так, что тут? Главное здесь не вляпаться в что-нибудь. Я думаю, что тут можно. Да, вот это, конечно, ничего не видно на камере. Все в тумане. Да, ну туда я не пойду, тут какая-то жижа, мне кажется. Ну. Не знаешь, где мы? Не видно ничего. Интересно. И туда тропинка уходит, но туда не пойдем, пожалуй. Сейчас свернули с основной тропинки. Здесь вот такая вот плохо натоптанная. Вроде бы как идет вот к тому пляжу. Вот. В общем, мы туда хотим пойти и по берегу уже в сторону нашего дома. Но сейчас увидели вот что. На вот этом камне сидят нерпы. Или кто это? В общем, не знаю, сможем мы их увидеть или нет, но это очень интересно. Это какая-то жесть. Лезем просто через дебри конкретные. Все для того, чтобы попасть на пляж. Ну и, естественно, там увидеть вот это лежбище нерп хотелось. Но, в общем, мы не нашли туда дороги. Есть какие-то маленькие, еле заметные тропиночки, по которым, видимо, мало кто ходит. Вот. Но, во-первых, там спуски такие крутые. Во-вторых, после дождя и у нас обувь совсем не подходящая для такого. Поэтому мы решили вернуться. К сожалению, нерп мы не сможем увидеть. Так. Вот. И, в общем, идем в сторону нашей палатки. Да, к сожалению, диких нерп нам не удалось увидеть. Но впереди нас ждет еще очень много интересного во Владивостоке. А увидеть вы это сможете в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на канал, конечно же, ставьте лайки. И чем больше это видео наберет лайков, тем быстрее выйдет следующий выпуск. Поэтому отправляйте это видео своим друзьям. Конечно же, пишите как можно больше комментариев. А если вы хотите смотреть мои видео раньше всех, то заходите на Boosty, там вы можете поддержать мой канал, или же вы можете отправить разовый донат по вот этим ссылочкам. Спасибо подписчикам на Boosty, которые меня поддерживают, и всем, кто досмотрел это видео до конца.